Приветствую вас на своем канале, меня зовут Александр, и сегодня еще один ролик в плейлист с обзором вот данного телевизора LG 55 UH850V. Буквально в начале мая обновилось программное обеспечение данного телевизора. Вот если перейти в закладку «Общие сведения о телевизоре», в настоящее время, на сегодня 7 мая 2019 года, версия ПО 053060. И в связи с этим появились какие-то небольшие фишки именно в меню телевизора. Хочу в этом ролике с ними ознакомить. Первое незначительное изменение заключается в том, что при нажатии на пульте кнопочку «Лист», он же Channel List или Телегид, справа вот такой открывается вкладка. В принципе, она и была изначально. Если ваш оператор кабельного телевидения предоставляет данную информацию, то здесь будет то, что транслируется в данную минуту. Изменение заключается в том, что слева появилось вот две вкладки. То, что вещается в эфире, и то, что последует какая телепрограмма далее. Поскольку мой оператор кабельного телевидения такую информацию не выдает, то для меня эти изменения незначительные. Но самая главная фишка, о которой я хотел бы рассказать в этом видеоролике, состоит в том, что последнее майское обновление позволило с помощью комплектного пульта DU Magic от LG телевизора управлять через HDMI интерфейс оборудованием сторонних производителей, а не только LG, как было изначально. В данном случае у меня находится здесь Blu-ray плеер Panasonic. Во время трансляции телевизионных каналов, если мы нажмем на вот эту вот кнопку, такая с пиктограммой пульта, появляется такой снизу баннер, где можно сделать скриншот экрана или выбрать телевизионное или радиовещание. Кроме того, появилась в этом обновлении вот такая вот кнопочка. При наведении на нее курсора пульта открывается такая подсказка. С помощью пульта DU Magic можно управлять цифровой приставкой Blu-ray домашним кинотеатром. Такое замечание, что, вероятно, не все устройства возможно управлять через HDMI интерфейс. И в меню настроек для этого необходимо какой-то активировать пункт. Конкретно вот в Blu-ray плеере Panasonic, если войти в функциональное меню, то вот есть ТВ подсоединенное устройство, HDMI соединение. И здесь есть такая функция VeraLink, но она работает именно с оборудованием данного бренда. Я его выключу. Все, какого-то отдельного пункта управления через HDMI интерфейс тут нет. При активации этого пункта менеджера подключений я могу подключить любое устройство. Я хочу подключить Blu-ray или DVD плеер к этому разъему HDMI, по-моему, второй был. Активирую его. Да, HDMI 2 я здесь выбираю. Нажимаю кнопочку «Далее». Здесь включаю такие пункты, как SyncLink и синхронизация работы. Последний пункт – это при синхронизации включения питания. Если мы включаем Blu-ray плеер, то автоматически включается и любой телевизор или дисплей, который подключен к его выходу. Данный пункт у меня активирован, но эта функция у меня не работает. Нажимаю «Далее». Ну, здесь такое предупреждение «Убрать посторонние предметы». Опять нажимаю «Далее». А вот это уже новое. Здесь предлагается несколько брендов, из которых необходимо выбрать. Значит, интересно то, что этот пульт, в отличие от программируемого, в данном случае никак не программируется. Он управляет телевизором. А уже с новым обновлением, вот это майского 2019 года, в этот телевизор были зашиты протоколы или коды. В данном случае я выбираю здесь Panasonic. Но они в алфавитном порядке. Вот, Panasonic. Ставлю здесь точку, нажимая на скролл пульта и опять «Далее». Значит, конкретно каждому бренду, каждому устройству есть, по-моему, до 7 таких протоколов. 3, 4, 5, 6, 7. Да, и сразу первый. Из этих 7 режимов необходимо выбрать именно тот, при котором все 3 кнопки будут активны. Это питание, воспроизведение, пауза. Ну, например, воспроизведение проверяем. Как видите, на маленьком экранчике телевизора здесь проиллюстрировано. Сейчас Blu-ray плеер будет транслировать фильм. Да, началось воспроизведение.
Проверяю кнопку пауза. Пауза работает. И кнопочка питания также выключает Blu-ray плеер. Теперь нажимаю питание включить. И включился Blu-ray плеер. Значит, мы проверили, все режимы работают и активируем этот режим, выбираем далее. Проверяем вход HDMI 2, Blu-ray подключен, производитель Panasonic. И нажимаем кнопочку «Готово». Ну вот демонстрирую вам. Blu-ray плеер выключен, пульт от него лежит на нем сверху. У меня в руках только пульт от телевизора. На пульте нажимаю кнопку с пиктограммой пульта. Появляется вот такой баннер, в котором можно включить-выключить питание и управлять меню именно диска. Не функциональным меню плеера, а именно диска, меню диска. То есть это меню диска, заголовок, это первая страница, наверное, как бы диска. Выбрать вид, скриншот и кнопки управления воспроизведением. Это у нас перемотка назад, воспроизведение, пауза, перемотка вперед и еще скрытые здесь три кнопки. Стоп, трек назад и трек следующий. И также кнопка менеджера подключений. Активирую кнопку питания. Я могу включить воспроизведение диска, поставить на паузу, перемотку включить, выбрать следующую сцену. Вот такая удобная штука, когда не нужно в руках держать несколько пультов, а можно все управление осуществлять только с пульта телевизора. Но я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Скоро увидимся на канале. Пока.